Представители знака зодиака, девы. Девы, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, неделя с 24 по 30 июля. Второй месяц лета подходит к концу, мои дорогие. Время просто летит и мчится. Ну, давайте узнаем, каковы подсказки карт. Будем, конечно, реалистами. Любой прогноз всего лишь прогноз. И наша личная история, ну, они и не расскажут карты. Но я надеюсь, если призвать подсказки шестого чувства и метафорические образы карт, все равно какой-то инсайт вы получите. И мы первую карту достанем с главным вопросом, что важно знать, что будет в приоритете для нас в течение недели, чему, может быть, придется уделять больше внимания. Как видят эту неделю для вашего знака зодиака карты Таро. Итак, что важно знать? Чего не избежать или неожиданности возможное? Чему сейчас не время или что нам может помешать? А что нам будет помогать? И мы достанем еще одну карту, мы назовем ее «Что от нас скрыто?». Имеется в виду не кто-то скрывает нарочно, а именно что от нашего внимания может ускользнуть, но на самом деле решающий какой-то, может быть, момент в себе может нести. Или для нас так или иначе это учитывать нужно. И три карты по основным сферам жизни: дела, работа, бизнес. Что с финансами? Личная наша жизнь, история. Что важно знать? Ого, все серьезно, мои дорогие девы. Карта Император. Конечно, она может говорить о том, что вы будете в высоких инстанциях с чиновниками такого высокого ранга или с людьми, наделенными властью, полномочиями какими-то и, кстати, мерой ответственности. То есть это тот человек, которому мы можем доверять. Предположим, если мы пошли в инстанции какие-то высокие подписывать документы, и этот документ, он носит какую-то законную силу. Это мы себя где-то подстраховали. Но эта карта еще может и говорить также, что много контактов, может быть, с руководителем, к примеру, вашим, да, или с людьми, когда, ну, мы хотим изменить, предположим, свое окружение. И мы сами где-то в этом направлении двигаемся, обзаводимся новыми связями или стараемся укрепить какую-то конкретную дружбу, может быть, с конкретным человеком. Также эта карта еще говорит о вашей энергетике. Она будет где-то подобна карте Император, когда, ну, мы не боимся, кстати, ответственность на себя брать, но хотя вам как раз свойственно, вы люди очень реальные. И если кто-то там избегает, увиливает от ответственности, вы обычно надеетесь сами на себя. Поэтому позиция достаточно прочная, сильная, но, знаете, будет, наверное, важно где-то не рисковать собой. Сохранять, безусловно, свой статус. Ведь император, он где-то с одной стороны, он больше все направлено, действия, мысли, для того, чтобы вот именно укрепить свои какие-то позиции. И при этом, при всем, он понимает, события будут все время меняться. И вот эта прозорливость на пару шагов вперед, предвидеть, как будут разворачиваться события. Или, а что я буду делать, если что-то пойдет не так? Поэтому, как и руку на пульсе, так и надеемся сами на себя. Но есть, безусловно, для нас очень важная составляющая, когда как будто карта обещает, что мы можем уладить на высоком даже уровне многие дела. Поэтому единственное, может быть, как подсказка, мы не перепрыгиваем через голову, допустим, руководителя, начальника. То есть император – это иерархия, это закон, это порядок. И мы уважаем этот порядок, традиции, и вот эту систему иерархии тоже. Тогда она в отношении нас работает со знаком плюс. Чего не избежать? Какие-то, знаете, тройка мечей, ведь это какая-то ситуация, которая нас, ну, как болевая точка, тянется из прошлого. Это то, на что мы не влияем, кстати, но мы можем повлиять на себя. Это то, что вызывает у нас сильные эмоции, какое-то глубокое разочарование, у кого-то связанное с предательством или, ну, да, в принципе, хоть с чем. Наверное, самый главный посыл, вот в значении я сказала, мы на это не влияем. К примеру, мы не влияем на мнение людей.
Мы не влияем на какие-то обстоятельства вокруг нас, на события, как бы мы ни хотели. Вот есть что-то в нашей жизни, какая-то составляющая. Сколько ты себя не дергай, и сколько ты не анализируй какую-то обстановку, ты все равно ее не решишь. Может быть, о себе напомнит. Или человек. Вот не избежать, да, в этой позиции. Или еще что-то, как в пространстве, может свидетельствовать о том, где-то отдаленно напоминая какую-то прежнюю вашу ситуацию. Но по этой карте ведь сердце как будто было изранено. Но именно тот грустный опыт нас сделал сильнее. Мы теперь уже не реагируем эмоционально, как отреагировали когда-то прежде. И это для нас добавляет какой-то неуязвимости, понимаете? Вот в этом значении идет тройка мечей. Есть, конечно, элемент предостережения в том плане, что мы не должны повторить какую-то ошибку, или мы не должны заново соскользнуть в какие-то эмоции. Что-то нас не должно поймать на крючок еще раз. Поэтому даже если мы сталкиваемся, а, кстати, планетарный аспект, он именно таков, у нас же тут ретро сплошное, но тут и как люди могут о себе напомнить, и обстоятельства какие-то из прошлого вернутся, да много чего. Поэтому будьте внимательны и не включайтесь. Все-таки император, хотя карта где-то огненная, вот она как кармические узлы, наверное, которые теперь поменяли ось, и не телец со скорпионом, как прежде, а овен, весы. Так вот, сила прогрессивная или та, которая будет нам демонстрироваться. Это Овен. А Овен у нас, если на Таро переложить, это как раз император. Вот это, знаете, импульсивность, настойчивость, воля к победе, воля к свободе. Это прекрасные качества, конечно. Но это когда вот пробиваем лбом и все. Или продавливаем, и других мы не слышим и не видим. И как раз в этих лунных узлах проигрывающая сила или то, чего нам не хватает. Это весы, гармония, взаимопонимание, какая-то диалоговая форма. И здесь все-таки, видимо, ее надо применить. И мудрость-то где-то тоже, понимаете? Вот поэтому будьте мудры, мои дорогие девы. Зависит все от ситуации. Где-то по императору, вот, наверное, где, как энергии Овна, такие импульсивно горячие, обстановка где-то может быть такова же, понимаете? Но от вас-то как раз про хладнокровие, вот как по весам, да, мудрость, дипломатия, может быть, уйти от какой-то ситуации придется так красиво, элегантно, и это нам тоже будет где-то помогать. Чему сейчас не время. Но вы знаете, хитрости точно не время, и где-то не время рисковать собой. Самый основной, конечно, посыл по семерке мечей. Мы можем, кстати, столкнуться с людьми, точнее, которые нам просто позавидовали. Но тогда мы ничего не доказываем. Сказать, что мы не замечаем таких людей, нет, конечно. Но учитывать, что с нами люди могут хитрить, но мы-то как будто почему-то на этой неделе не должны им отвечать той же монетой. Император не будет вот и вашим, и нашим. Энергетика, опять же, другая. Может быть, вам и придется кому-то, мои дорогие девы, сказать четкое «нет», не вдаваясь в подробности и объяснения, но как-то выразить свое мнение однозначно, вполне вероятно, вам придется. Но где-то предусмотреть тот момент, что обстановка может быть где-то мутноватая, нам не скажут до конца какой-то правды. Вот это вполне вероятно может такое случиться, как бы, да. Поэтому определенная степень безопасности, руку на пульсе все-таки нам нужно держать, безусловно. А что же нам помогает, мои дорогие императрицы? У вас очень сильная позиция, посмотрите, у нас пара выпала. Я вам могу точно сказать, вам надо уделить внимание своей личной жизни, и даже для тех, кто один или одна, это может освидетельствовать о том, что вы не проходите какой-то свой кармический урок. Именно пара, именно внимание отношениям, когда вы думаете одинаково. У нас ведь, посмотрите, могли бы выпасть карты, которые любой как бы масти, да, хоть кубки, там, жезлы, пентакли, что угодно. Нет, у вас старшие арканы выпадают. Здесь есть какой-то, правда, кармический момент, когда вы должны быть счастливы. И статус-то ваш
так же, как у статус у партнера. То есть здесь в этих картах сразу и про власть, и про отношения, и про ресурсность, и про материальные какие-то эквиваленты, когда все сообща, когда все слажено, когда не надо объяснять какие-то детали, когда без слов друг друга понимают люди, и вместе с тем и в их власти что-то менять. И есть какая-то любовь все-таки, будем говорить, император и императрица, все равно же все строится на любви. То есть личные отношения, явно, мои дорогие, им надо уделить внимание своей любви. Поэтому продумайте, ну а для тех, кто в паре или человек семейный, просто вопросы семьи или конкретно вашего союза. Ну, что нам помогает? Это карта власти. Ну вот, кстати, карта император, и я уже обрисовала эти энергии, как по Овну. А по карте императрицы это где-то вы, мои дорогие. Это больше, тоже ведь власть нам показана. Но власть такая завуалированно добрая. Готова императрица, ну, выслушать, как бы участие какое-то проявить. Но, тем не менее, это она все равно остается властью. Но энергии вот эти диалоговые, о которых я говорила, они как раз проигрываются очень активно. И это где-то нам помогает практически решить любой вопрос. Ну, тут и по финансам можно, у вас два старших серьезных аркана. То есть пройти через какое-то, может быть, разочарование, сделать выводы и окончательно выйти из патовой ситуации, какой-то сложной. У вас есть, по крайней мере, на этой неделе 1000 каких-то шансов. Что скрыто? Вы знаете, скрытые – это карта внутренних страхов. Поэтому если действительно есть какие-то сомнения, они нам могут мешать. И карта ведь дает один совет – не мешай себе. Значит, с одной стороны, не основываться на том, что нами было где-то пережито эмоционально, а перевести какие-то эмоции хладнокровно в ситуацию и увидеть, может быть, по-другому ее, или сделать какой-то вывод и идти дальше. Вот буквально так. Мы не должны застрять на глубине какого-то глубокого философствования, понимаете, это не имеет никакого значения. Мы не должны себя, как будто, знаете, ну, подточить свою уверенность вот бесплодными какими-то размышлениями или каким-то, повторюсь, глубоким анализом. Тут могут быть мысли больше, знаете, которые почему-то приводят вас или могут, по крайней мере, привести к внутренним сомнениям или потому, что, может быть, это ненадежно, может быть, это не получится. Хотя, если у вас сейчас такая позиция, почему не получится? Ну, допустить, что да, тут ситуации могут как-то развиваться по-разному, к этому нужно быть готовым. То, что касается прошлого, оно уже не имеет значения. Поэтому, ну вот, больше где-то ментальность, наверное, об этом нам говорят. Дела, работа, бизнес, ну, прекрасно. 6 пентаклей. И значит, чем бы вы тут ни занимались, эквивалент материальный будет достойный. И именно в этой колоде карт, интересно, это 6 пентаклей, нам изображен персонаж, человек, и он выглядит как маг. И весы, что интересно, они имеют форму геральдической лилии. Как будто деньги не просто ради денег, а есть какая-то, может быть, высокодуховная цель. Или просто вот ваша цель как намерение. Если деньги мы рассматриваем как способ или один из способов взаимодействия с миром, то как раз для чего-то очень важного в нашей жизни нам как будто пространство помогает материальные именно вопросы решить. Значит, какой-то свой проект, миссию вашу, мои дорогие девы, вы должны осуществить. Но с деньгами, понятно, порядок. Причем тот порядок, который вполне конкретный, материальный порядок. А что в деньгах, хотя нам сказали? Но здесь больше как совет, деньги не тратим, впереди перемены. И хотя карта говорит о том, что это карта жадины, тут буквально где-то, да, придержать, может быть, даже есть смысл деньги. Или даже если есть какие-то проекты, сказать, что деньги-то есть, но сказать, что мы достали из кармана и говорим, возьмите. Вот эта карта этого не предусматривает. Ну, будьте жадинами, буквально так. Личная жизнь.
Семерка кубков. Знаете, вот я уже остановилась на личной жизни, потому что два серьезных старших аркана. И по семерке кубков это, если вы в паре, то это какие-то новые планы. Это может быть совместное творчество, совместный бизнес-проект, кстати, запросто может быть. Для кого-то из вас это, ну, вообще многогранность отношений и сама по себе 7. Это всегда какая-то остановка для того, чтобы сделать перезагрузку. Где-то помечтать не без этого, потому что это карта романтики. И именно вдохновение нам, возможно, поможет определиться. А еще как не впадать в какие-то грустные эмоции, так и не надевать на себя розовые очки, видимо, для вас будет тоже важно. Уметь видеть, что есть в моменте здесь и сейчас. У вас достаточно, так бы сказал, спокойная неделя. Но, наверное, с точкой сказать не могу, потому что два старших аркана. И здесь у каждого своя какая-то история проиграется. Будет, безусловно, хорошее настроение, будет ощущение ресурсности. Но временами, как мы говорим, накатило. Как со знаком минус может накатить, так и со знаком плюс. Поэтому держать, в принципе, эмоциональное равновесие для вас будет важным моментом. Но и правильно распорядиться финансами, которые приходят и будут. Распорядиться, может быть, своими возможностями, своей властью. Буквально. Для тех людей, кто занимает пост, тогда я бы сказала, тут помимо вашей власти для вас наиболее активно будут проигрываться вопросы личной жизни. Значит, тоже как будто есть какая-то ситуация, и что с этим делать. Нет здесь, понимаете, по верхнему ряду, мои дорогие девы, как будто я, то есть вот в целом, да, а есть мы. И исходя вот из этого союза, как будто должны быть и построены планы, какие-то, может быть, свершения на этой неделе. Ну, об этом нам, по крайней мере, говорят карты. Или на будущее что-то мы будем планировать. Сильная позиция. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы и любимы всегда.